Всем привет, с вами Скик. Я не знаю, то ли это урок, то ли просто демонстрация того, что я добавил. В общем, сейчас попытаюсь по-быстренькому объяснить, ну и, конечно же, сделать. В общем, я хочу показать сегодня, как работать с переменными, ну и некоторые новые ноды. В общем, я сделаю самую простую, получается, миссию. Это будет, получается, убить нужно актера, либо не убить, конечно же. Вот, создам, получается, актера, создам чекпоинт для того, чтобы у нас было время на подумать. Так, чекпоинт. Дальше создам, допустим, катсцену. В ней я напишу, типа, первое у меня это будет, получается, uKiller. Извините, у меня, короче, сейчас чистая GTA-шка, но тут русский язык не поддерживается, поэтому там кракозябры будут. Вот, поэтому пришлось на английском писать. Так, ну и тут я напишу uPatsy, получается. Вот. Ну давайте как-нибудь их нормально поставим, чтобы они хотя бы не вот так. Ну вот как-нибудь вот так пофигу поставим. Здесь важно не сколько, как они будут стоять, сколько текст, конечно же. Ну, чтобы различать их, что это разные катсцены, не обязательно сделать. То есть как вы можете сделать? Вы можете сделать, допустим, это у вас какая-то катсцена, потом еще какие-то действия идут. Потом они у вас где-то заканчиваются, уже начинается вторая развилка, на которой вы что-то делаете. Вот. Ну, в общем, мы поставили атрибут, теперь главное. Теперь давайте зайдем в ноды. Так, вот сейчас я расставлю вот так. Первое, что мы сделаем, это добавим, конечно же, переменную. Назову я ее, конечно же, killer. То есть, ну, killer, вернее, хотел сказать. Убит, не убит. Она false, то есть false, он не убит. Так, первое, что нам нужно сделать, это, конечно же, сделать проверку. Проверку мы будем делать с вами на чекпоинте 0. И добавим такую вещь, как wait until. Это, получается, цикл, который будет ждать, пока что-то не произойдет. В нашем случае не убит, получается, пед. Вот, то есть мы его подключаем, конечно же, педа нашего. Вот так вот. И результат сюда, то есть это булевое значение. То есть, если объяснить, когда начинается цель 0 чекпоинт, мы начинаем ожидать какого-то происшествия, в данном случае, пока пед не будет убит. Какой пед? Актер, который. То есть он будет все время выполнять until down, пока, грубо говоря, вот это действие не будет правда, то есть не будет true. И здесь есть важный момент, есть when it's done. Что это такое? Это что должно произойти, когда окажется правдой. То есть когда это будет правдой. То есть что нам нужно сделать? Нам нужно взять переменную и записать в нее, так, опять я не то взял. Так, variable set killed. Вот, то есть получается when and done value, и здесь уже ставим true, то есть он убит. Вот. Здесь, кстати, можно сделать проще, но моя задача показать, как с этим работать. То есть по факту можно было бы, по идее, это вот напрямую сделать. Но да ладно, это уже не столь важно. Да и даже вот это можно все не писать. Ну, в общем, не суть, может, когда-нибудь покажу, как сделать проще. Вот, дальше. Дальше, когда мы все это сделали, нам нужно сделать как раз-таки переход на ту, получается, цель, которую мы сделали. Что мы делаем? Target complete 0, то есть, получается, когда чекпоинт заканчивается. Мы делаем проверку. Получается, get, killed. Еще branch, кстати, надо добавить. Main, branch. Branch это как раз-таки развилка. То есть, когда, ну, какое-то будет изменение. Killed, это сюда пихаем. Вот, получается, когда цель 0 чекпоинт закончится, мы делаем проверку, что в killed у нас равен либо true, либо false. То есть, делаем развилку. Вот, и что мы делаем? Напомню, что у нас цель, что ты пацифист, находится на втором месте, а не на первом. То есть получается, первым у нас будет запускаться uKiller. То есть, получается, нам нужно на false, то есть, если ты не убил его, сделать переход. То есть, получается, target, set target. Сюда мы спихаем на false. Еще раз, что не хочет подсоединяться. Вот, все, подключился. И делаем катсцена 2, то есть uPacifist. Так, ну вот мы сделали. Последнее, что нам нужно сделать, так как uKiller переводится, находится на втором месте, а не на последнем, это говорит о том, что миссия у нас сама так не закончится. И просто если вы это не сделаете, то если вы, допустим, его убьете, нам сначала напишет uKiller, а потом, что вы пацифист. Некрасиво как-то. Поэтому target complete, получается цель 1. Main complete mission, то есть, грубо говоря, чтобы завершить миссию досрочно.
в прямом смысле, причем, ну, типа, mission complete, то есть не проиграть, а именно, чтобы мы все хорошо выполнили. Вот. Эта нода тоже будет когда-нибудь, но не сейчас. В общем, неважно. В общем, в принципе, работать должно. Давайте сохраним. Все. Ну и давайте проверим теперь. Вот мы начали. Так, давайте проверим сначала на пацифиста. То есть вот мы заходим, пишут you pacifist, то есть ты пацифист. Все работает. Вот mission passed. Причем все окей работает. Ну, потому что там ты пацифист, оно стоит на втором месте, поэтому все окей. Давайте теперь проверим you kill. Ну, you killer, то есть ты убийца. Пробуем убить. Извиняюсь, у меня нет сейчас чит-кода. Извините за мышку еще, возможно, вы слышите. У меня громкое, вот. Нет чит-кода, поэтому я не могу оружие получить. А быстренько его умудохаем, короче. Давай. Все, мы его, в принципе, убили. Думаю, этого достаточно. Так, бежим. И... You killer. То есть все окей, работает. И смотрите, миссия заканчивается. То есть вот, в принципе, то, как... ну, демонстрация получается того, как работают в том числе ноды условий и в том числе, получается, ноды... не только ноды, получается просто переменные. Вот. В целом это как бы, возможно, кому-то покажется громоздким, но в принципе здесь и так некоторые вещи, как, допустим, wait until, они упрощены. Возможно, в будущем я еще что-то упрощу, что-то объединю. В общем, в целом, я думаю, суть понятна. В общем, не хочу затягивать этот видос.